Злоба. Любы долготерпит, милосердствует. Первое послание Коринфянам. Злобы как огня бойся. Ни из-за какого благовидного предлога, тем более из-за чего-либо тебе неприятного, не допускай до сердца. Злоба, всегда исчадие дьявольское. Злоба приходит иногда в сердце под предлогом ревности о славе Божией или о благе ближних. Не верь и ревности своей в этом случае, она ложь или ревность не по разуму. Поревнуй о том, чтобы в тебе не было злобы. Бог ничем так не прославляется, как любовью вся терпящую, и ничем так не бесчествуется и не оскорбляется, как злобою, какой бы она ни прикрывалась благовидностью. Под маскою попечения о нищих Иуда, скрывая злобу свою на Господа своего, предал его за 30 сребреников. Помни, что враг неусыпно ищет твоей погибели и нападает на тебя тогда, когда ты менее всего ожидаешь его. Злоба его бесконечна. Не связывайся с самолюбием и сластолюбием, да неудобно они пленят тебя. Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, что она – дело действующего в сердце дьявола. Возненавидь его и его порождение, и она оставит тебя. Не признавай ее за что-то собственное, не сочувствуй ей, испытано. Та беда, что дьявол прикрывается нами самими, скрывает свою голову и свой хвост, притаивается, а мы слепые и думаем, что это все делаем только мы сами, стоим за дело дьявольское, как за что-то свое, как за что-то справедливое, хотя всякая мысль о какой-нибудь справедливости своей страсти чисто ложна, богопротивна, пагубна. Тем же руководствуйся и относительно других. Когда видишь, что кто-либо злобится на тебя, не считай его злобы прямым делом. Нет, он только страдательное орудие всезлобного врага, не познал еще совершенно его лести и обманывается от него. Молись, чтобы враг оставил его, и чтобы Господь просветил его сердечные очи, помраченные тлетворным дыханием духа злобы. Надо сердечно молиться Богу о всех людях, подверженных страстям. В них действует враг. Ты озлобляешься на ближнего, презираешь его, говорить с ним мирно и любовно не хочешь за то, что он имеет нечто грубое, отрывистое, небрежное, неприятное тебе в своем характере, в своей речи, в своих манерах. За то, что он сознает свое достоинство, быть может, и больше надлежащего, или что он несколько горд и непочтителен. Но ты виновнее его, врач и учитель ближнего, врачу, исцелися сам. Евангелие по Луке. Учитель, научись сам. Злоба твоя есть горшее зло всякого зла. Злобою разве можно исправлять зло? Имея бревно, разве можно вынимать у другого спицу? Зло, недостатки исправляют добром, любовью, ласкою, кротостью, смирением, терпением. Признавай себя первым из грешников, которые тебе кажутся грешниками или на самом деле грешники. Считай себя хуже и ниже всех. Исторгни всякую гордость и злобу на ближнего, нетерпение и ярость, и тогда врачуй других. А то покрывай снисходительную любовью грехи других, аще беззаконие все назреши в ближнем, что будет? Вечная вражда и нестроение, ибо кто без греха? Зато и повелено нам оставлять долги должникам нашим, ибо если наше беззаконие назрит Господь, кто из нас постоит, Псалом 129, 3 стих, пред правдою его. Ащебо отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Евангелие по Матфею. На трапезе любви бываем у самой воплощенной любви, а любви не имеем друг к другу. Странное дело, и заботы о сем нет. А сама любовь без нашего усердия и страдания, и деятельности не придет. Никакого основания не имеет христианин в сердце иметь какую-либо злобу на кого-либо. Злоба, как злоба, есть дело дьявола. Христианин должен иметь в сердце только любовь, а так как любовь не мыслит зла, то не должна мыслить касательно других никакого зла. Например, я не должен думать о другом без явной причины, что он зол, горд и прочее, или если я прощу обиду, то снова изобидит меня, посмеется надо мною,
Надобно, чтобы зло не гнездилось в нас ни под каким видом, а злоба обыкновенно слишком многовидна. Не поддавайся мрачным, злобным на ближнего расположением сердца, но овладевай ими и искореняй их силою веры при свете здравого разума, и будешь благодушен. «Аз не злобою моею ходих». Псалом 25, 1 стих. Такие расположения часто проявляются в глубине сердца. Кто не научился овладевать ими, тот будет часто мрачен, задумчив, тяжел себе и другим. Когда они приходят, принуждай себя к душевному расположению, веселости, невинным шуткам, и как дым они рассеются. Опыт. «Дашь мне, Господи, любите всякого ближнего моего, как себя, всегда, и ни из-за чего на него не озлобляться и не работать дьяволу. Дашь мне распять мое самолюбие, гордость, любостяжание, маловерие и прочие страсти. Да будет нам имя взаимная любовь. Да веруем и уповаем, что для всех нас все Господь. Да не печемся, не беспокоимся ни о чем. Да будешь ты, Боже наш, единым Богом сердца нашего, и кроме Тебя ничто. Да будем мы между собою в единении любви, як уже подобает, и все разделяющее нас друг от друга и от любви отлучающее, да будет у нас в презрении, как прах, попираемый ногами. Буди, буди. Если Бог даровал самого себя нам, если Он в нас пребывает и мы в Нем, по неложному слову Его, то чего Он не даст мне, чего пощадит, чего лишит, в чем покинет? Господь пасет мя, и ничто же мя лишит. Псалом 22, 1 стих. С Ним как не вся нам дарствует. Послание к римлянам. Итак, будь премного покойна, душа моя, и ничего не знай, кроме любви. Сия заповедую вам, да любите друг друга. Евангелие по Иоанну.